Hey everyone. This is a video we've been meaning to do for a while. In fact, we had actually intended to make this one in time for Raid's 3rd birthday, but life has a way of messing with your plans sometimes. This is the Raid team. The people you're seeing on your screen right now are currently spread throughout many different countries, but we're now back up and running, and our development pipeline is flowing once again. And although we may not be under one roof anymore, we are still united by a common goal: making Raid as awesome as it can be. Today we wanted to give a shout out to each and every one of you that have been on this journey with us. We're immensely grateful, and believe us when we say this, Raid wouldn't be here without you. But don't take my word for it. Let's hear from the team. Почему бы не сделать игру для людей, которые скажут: «О, прикольно, здесь есть рыцари-некроманты, классно, я буду в это играть». И корень еще, геймплейный, он тоже офигенно классный. And that's why we have different type of game modes. Это был проект, на который было очень много надежд возложено изначально, потому что это было очень амбициозно сразу. Это было амбициозно, это был такой уровень, который мы раньше не делали, это был жанр, которым мы раньше не занимались. Было чувство большой ответственности, потому что на этом проекте нельзя было допускать ошибок, не было места для экспериментов, и нужно было врываться сразу. То есть нужно было сразу делать фичи, которые увидят миллионы игроков. Это игра, которая безумно сложная под капотом. Вот так вот переплетено очень много механизмов, где все зависит друг от друга і очень много взаємосвязей технічних. В процесі того, як ми розвиваємо Raid, ми відштовхуємося від величезної кількості думок, мрій, не побоюсь цього слова, бо у нас є величезні плани на те, як далі розвивати Raid, і ми, будуючи їх, постійно прислухаємося до того, що хочуть наші гравці, бо ми не можемо цього не робити, ми робимо продукт для гравців. Даже сейчас ощущение такое же, как будто мы вчера запустились. Это и классно, потому что ты понимаешь, как много еще вы сможете сделать. Мне важно то, что мы постоянно находимся в динамике, то, что мы не застряли где-то, а мы постоянно пытаемся сделать что-то очень крутое. И не хватает еще следующего слоя в виде лора, когда человек смог бы открыть этого персонажа, найти эту деталь, а потом где-то прочитать, как она связана с другим персонажем, с еще одним, потому что это то, до чего мы еще не дошли. Очень хотелось бы этим всем поделиться, чтобы люди как раз узнали всю драму, которая между персонажами. And when it comes to developing skills, we look at it, we look at the model, we look at what we're missing, and we're figuring out the best way to make a cohesive hero, to have its look and the skill set work together. Кроме того, и скиллы становятся все сложнее, и их становится все сложнее тестить, потому что появляется много дополнительных условий, и нужно посмотреть во всех ситуациях, как они будут сочетаться. Недостаточно сделать что-то очень крутое, новое. Нам нужно заинтегрить это что-то крутое в существующий проект, а это в разы сложнее. Those designs, we liked it, but we feel like it's a miss, so we completely redesigned the character, move it down the timeline of release, and players never see the first version. First, we will have Justice for Death Knight. After that, we're gonna do more Skinwalkers and Lizardmen. Частично герои ближайшие направлены на борьбу с Гидрой. И мы постоянно делаем героев, которые именно помогают игрокам закрывать какой-то контент. And the Hydra offers the completely, it's like roguelike game. You're trying, you're failing, you're trying once again, and it's like an endless process. Все больше и больше игроков закрывают и прогрессируют по башне. Да, и это значит, что фича работает. Действительно, она не должна была быть фичей на один день. То есть те игроки, которые говорят, что очень сложно, что у них не хватает героев, да,
к сожалению, сейчас, вот там, если вы находитесь на 40-м уровне, то вы не сможете закрыть башню, но это какой-то стимул развиваться, растить героев, и кроме того еще, ну вот мне, например, нравится то, что есть секретки, в которых можно юзать рарных героев, и это сразу же добавляет какой-то уровень испытания, челленджа. Кроме того, вот фича дубликаты, которая недавно вышла, там ты можешь повышать статы героев рарных, и это, соответственно, работает в такой синергии. But it's really hard to say to a million of players, now you will play this way. It kind of does not work like that. Люди самостоятельно находят еще огромное количество комбинаций того, как этот пазл можно решить еще более эффективным образом. И это невероятно офигенно. Мне кажется, в этом и есть вся суть. Well, the thing you should know about Raid community is that it's very active, it's incredibly huge, it's actually immense, but also it's very sophisticated. There are a lot of players who create videos, create all sorts of guides, fun arts. Це от розділені на кожну окрему людину, по суті, твої друзі, твоя сім'я. І ти стараєшся, хочеш зробити для них щось більше і краще постійно. Я бы описала комьюнити рейда 2 словами: неравнодушные и вовлеченные. Требовательная, но при этом преданная игре. Наши игроки, они очень страстные. И команда у нас очень страстная, потому что для них наша работа — это вот страсть, это passion. Да? Определенно чувствуется вот это вот небезразличие, вовлеченность и хардкорность не только у игроков, но и у команды, потому что она подхватывает настроение комьюнити очень сильно. Because actually we are the players of the game as well, so we know our game not only as a game designers, we know our game as a players. Ми всі по одну лінію і граємо на одному полі. Тобто, чим більше ми отримуємо підтримки, чим більше ми надаємо підтримки, тим далі мы все рухаемся, и тем краще развивается проект. Основное изменение в том, что этот проект стал по-настоящему принадлежать аудитории. You cannot create Raid and be separate from community. For me, Raid is discipline development machine. Raid – це про цілісність і потенціал. Raid for me is an ability to be creative. Рейд не про пауэр, рейд про скиллы, про тактику, про возможность там, сочетать героев именно и видеть вот эту глубинную суть. Рейд — про людей. О, у меня мурашечки. Я бы хотела всем пожелать пройти Fraction Wars. Мне кажется, что Лидия — это довольно крутой герой. I would like to encourage community members to help newbies to write more guides, to create more user-generated content. And also, I wish that our community remains an exemplary one for many other communities of similar game genre. Keep on raiding, guys. Keep playing Raid, we are going to deliver a lot of new features to you. We're creating the game not for ourselves, but for millions of players all over the world, and every blood, sweat, and teardrop, it's you as a community, that's what makes it worth it.